Процессор AMD Ryzen Z1 Extreme, 16 ГБ оперативной памяти, дисплей на 8,8 дюйма, частота обновления экрана 144 Гц, разрешение QHD+, режим FPS, приложение Legion Space, операционная система Windows 11 — это только самая маленькая часть того, что можно прочесть в рекламе к портативной игровой системе под названием Legion Lenovo Go. Но не буду тянуть, перейдем к обзору, тем более этих портативок просто море, если вам зайдет, буду еще подобное покупать. Распаковка. Поставляется данная модель в упаковке из плотного картона, выполненной в черном цвете с названием и краткими характеристиками модели. В комплекте адаптер питания на 65 Вт с несъемным кабелем Type-C и китайской вилкой, документация, чехол для транспортировки, в которой находится непосредственно сама портативная игровая система, и специальная подставка для контроллера. Чехол качественный, в нем есть отверстие, через которое можно подкинуть кабель для зарядки Legion Go, но адаптер питания в чехол не положить, за что сразу минус, потому что нормально заряжается она и в принципе заряжается она только от родного адаптера. Общий вес данной модели 866 граммов, габариты 299 на 130 на 50 миллиметров вместе с контроллером и джойстиком, а без них выходит 210 на 131 на 40 миллиметров. 7 обзоров в неделю выгружаю, ежемесячно разыгрываю по одному смартфону Poco X6 Pro. Для участия в розыгрыше необходимо подписаться на этот YouTube-канал с колоколом, подписаться на телеграм-канал скидок по ссылке в описании, это первая ссылка, оставить любой осмысленный комментарий под роликом. Разумеется, на YouTube я понимаю, что на другие платформы ролики тоже кто-то выгружает. Какие-то платформы поощряют максимальное количество пиратства. Начнем. В продаже есть только черная расцветка модели. Внешне Legion Go выглядит внушительно. Для многих данная модель кажется увесистой и крупной, но лично я сильно дискомфорта во время использования не испытывал, хотя большинство конкурентов Legion все по весу меньше. Корпус выполнен из поликарбоната и пластика. Материалы качественные, тактильно приятные. С верхнего торца расположили комбинированный разъем для микрофона и наушников на 3,5 мм, кнопку питания с подсветкой, 2 кнопки для регулировки громкости, картридер под карты microSD до 2 терабайт, что удобно, и у меня во время использования карточки не выходили из строя, как это бывает у других подобных устройств из-за того, что место под карты сильно нагревается. Далее есть отверстие для теплоотведения и разъем USB Type-C версии 4.0 с поддержкой технологии DisplayPort версии 1.4 и поддержкой зарядки Power Delivery версии 3.0. С нижнего торца находится второй USB Type-C с такими же параметрами, что удобно. Можно одновременно подключить устройство к монитору и к зарядке. Отмечу, что помимо того, что можно подключить внешний монитор, также можно подключать и другие устройства. К примеру, полноценные мышки, клавиатуры, фирменные Legion Glasses, телевизоры и так далее. С тыльной части устройства можно заметить отверстие для забора воздуха, зеркальную надпись с тиснением Legion, выдвижную подставку, благодаря которой устройство устойчиво может находиться на горизонтальной поверхности. Ко всему, угол наклона достаточно большой, и она отлично выполняет функцию упора во время игр. Также на корпусе помимо перечисленного можно заметить 2 микрофона ближнего радиуса действия и 2 динамика по 2 Вт, которые в стоке выдают отвратительное звучание. Но если зайти в настройки звука и убрать галочку с пункта «Включить дополнительные средства звука», то все заиграет новыми красками, но все же звук без вау-эффекта, мягко скажем. Что касается контроллеров и в целом управления, на левом контроллере находится кнопка LB, LT, Y1, Y2, P-Pad, LS с нажатием и эффектом холла, кнопка вызова меню, кнопка просмотра и кнопка для перехода в приложение Legion Space. Первый контроллер более функциональный, помимо стандартных кнопок, таких как RB, RT, кнопки AB, XY, RC с нажатием и эффектом холла. Также есть еще M1, M2, M3, Y3, колесо мыши, тачпад и кнопка перехода к настройкам, и даже переключатель режима стрельбы от первого лица, FPS с датчиком мыши. Интересно, но я бы не сказал бы, что это удобно, хотя каждому свое. Подставка, к которой магнитится контроллер, крепится ненадежно, колесо мыши в таком сценарии использования недосягаемое, его просто сложно использовать. Также отмечу, что рука при использовании контроллера как мыши устает практически моментально, но, возможно, кто-то к этому и привык. В основную часть устройства также встроен 6-позиционный гироскоп, но, к сожалению, в контроллерах гироскопов нету. Да и тот, который установлен, работает очень плохо. Контроллеры оснащены аккумуляторами в 900 мАч и снимаются они без особого труда, но, к сожалению, специального держателя, как, например, Joy-Con Grip у Nintendo Switch, в комплекте нет. С другой стороны, его можно докупить. Подсоединяются контроллеры через проприетарный протокол Bluetooth и заряжаются через Pogo Pins основного модуля. Удобно, что у джойстиков есть RGB-подсветка, которую можно настроить через фирменное приложение, но в основном ее отключают, чтобы аккумулятор попросту не разрядился. Вибромоторчики установлены в контроллеры. Силу
вибрации настроить можно, но на максимальной силе вибрации правый контроллер дребезжит лично у меня и издает неприятные звуки. Сама же вибрация не особо тактильно приятная, и я бы сказал, что она топорненькая. В итоге управление разнообразное, можно придумывать различные сценарии использования. Тут дело, как говорится, в фантазии. Джойстики, как и все остальные кнопки, настроены отлично. Тачпад работает хорошо, но отклик у него не всегда корректный, а также он плохо откликается при минимальном скольжении. Последнее, что бы я хотел отметить перед тем, как мы перейдем к экрану, так это то, что в моем экземпляре, как и у других обладателей данной модели, контроллеры имеют люфт. К примеру, контроллеры Joy-Con в Nintendo Switch не имеют такого люфта. Летим дальше. Legion Go с сенсорным IPS-экраном, диагональю 8,8 дюйма, разрешением QHD+, 2560 на 1600 пикселей, коэффициентом активной площади 83%, соотношением сторон 16 к 10, цветовым охватом 97% DCI-P3, защитой Corning Gorilla Glass 5 версии, поддержкой мультитача до 10 пальцев и частотой обновления экрана 144 Гц. Также можно включать 60 Гц, но режима с переменной частотой нету. За разрешение, конечно, плюс, как и за размер экрана, и 144 Гц из-за производительности, конечно же, нигде не проскакивают. Яркость, по моим замерам, на 100% яркости в целом 540 люксов, что для данного типа экрана хороший результат. Рамки крупные, но во время использования они вовсе незаметны. Подсветка равномерная, искажение цвета под разными углами практически незаметное. Углы обзора в пределах нормы, цветопередача достаточно насыщенная. Перейдем к железу. Процессор установлен AMD Ryzen Z1 Extreme, 8 ядер, 16 потоков, базовая частота 3,3 ГГц и 5,1 ГГц в буст-режиме. Кэш третьего уровня 16 МБ в настройках TDP от 5 до 30 Вт. За графику отвечает видеочип AMD Radeon Graphics. Можно использовать FSR версии 2.0. По памяти мы имеем распаянную оперативку LPDDR5X на 16 ГБ частотой 7500 МГц и несколькими режимами энергопотребления, которые можно выбрать через BIOS. Апдейтить ОЗУ можно только если перепаивать чипы, но так делать однозначно я не советую. 16 ГБ маловаты для определенных современных игр, ну и могли бы они оптимизировать устройство под разные игры. Отмечу, что в интернете уже большое количество различных форумов, где люди делятся своим опытом использования, различными проблемами их решения, плюс просто тысячи разных обзоров и примеров того, как данная модель ведет себя в разных играх. Год уже прошел, у них уже следующее вышло. Для тех, кто любит настраивать, искать разные варианты для лучшей производительности и так далее, эта модель однозначно зайдет. А для тех, кто хочет в стоке иметь сразу все, это однозначно не про Legion Go. Накопитель установлен в моем случае твердотельный M2 2242 NVMe PCIe версии 4.0 на 512 ГБ, но также доступна конфигурация и на 256 ГБ, и на 1 ТБ. Заменить SSD возможность есть, что удобно, плюс можно установить накопитель 2230 на 2 ТБ, только необходимо использовать адаптер. Система охлаждения состоит из одного кулера и радиатора. Далее по связи поддерживается Wi-Fi 6E серии, а адаптер установлен RZ616. Bluetooth чип используется в версии 5.2, операционная система в стоке Windows 11. Как по мне, это очень хорошее решение, так как эта система совместима с различными играми и устройствами. Она однозначно обширная в плане функционала. В стоке установлено приложение Xbox Game Pass, что стандартно для Windows, а также есть приложение Legion Space для настройки разных параметров и отслеживания производительности. Плюс есть магазин игр и не только. Оно доступно на русском языке, но сыровато и местами подглючивает. Все еще. Летим дальше. Аккумулятор емкостью 49,2 Вт-часа. Устройство поддерживает технологию быстрой зарядки Super Rapid Charge и режим Battery Bypass для работы устройства при подключенном питании без расхода ресурса аккумулятора. Полный цикл зарядки от родного адаптера питания занимает в среднем 1 час 30 минут. В PCMark Legion Go выдает 2 часа в игровом тесте, но по моим наблюдениям аккумулятор живет не больше 1 часа 30 минут в лучшем случае. На 100% яркости за 1 час в игре Forza Horizon уходит 90% заряда. FPS держится в районе 60, но с просадками. В целом, как и во всех играх. Mortal Kombat 11 уже в среднем 70% заряда. В Spider-Man 2 уходит 78% заряда, и FPS показывает не больше 30, а графика выставлена на минимальные параметры. По нагреву тоже все в пределах нормы, но отмечу, что после 1 часа в играх за контроллеры держаться можно. Но если дотрагиваться до экрана или тыльной части, там уже достаточно жарко, прям горячо. Переходим к тестам. PCMark Extended. Общая оценка 5172 балла, в Geekbench 6 Vulkan Score 22131 балл, Single Core 1999, а в мультикоре 7641. В Crystal Diskmark Disk ST чтение 4928 мегабайт в секунду и запись 2676 мегабайт в секунду. Диск D чтение 4922 мегабайта в секунду и запись 2644 мегабайта в секунду. Blender тест CPU выдал 118,26 баллов, а в тесте
мощности GPU 200,76 балла, что рядом находится с этим железом по результатам тестов, вы видите в принципе на экране. Минусы: нет возможности использовать контроллеры по отдельности, как джойконы. Шумная система охлаждения, в стоке плохо работает гироскоп. Хотелось бы крепление VESA для тыльной части корпуса, но некоторые умельцы делают кастомные крышки на 3D принтерах с этим креплением. Из коробки играть можно, но все же необходимо долго и упорно настраивать. Люфт у контроллеров в местах соединений с основным модулем, тачпад реализован в целом неплохо, но по отзывам Steam Deck Touchpad лучше. Нет места под адаптер питания в чехле. Ну и цена. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Не забудьте, пожалуйста, подписаться на телеграм-канал скидок взаимопомощи и мой личный телеграм-канал по ссылкам в описании. Там много всего полезного, и вы этим очень сильно поможете проекту. Напишите, интересны ли вам подобные приставки. Резюмирую довольно просто. Legion Lenovo Go — интересная портативная система. Она однозначно заслуживает вашего внимания. Но чтобы понять, какая вам система нужна, как минимум необходимо сходить в магазин и пощупать все ручками. Как вы будете эту махину держать в руках, будет ли она вам удобна, и запустить одну и ту же игрушку, смотреть, как что будет фризить. Аналогичных девайсов море. Популярность у них довольно низкая, потому что автономность слабая, FPS много она не выдает, но если вам прям очень хочется поиграться в подобное, то это один из лидеров рынка. От меня девайс сюда, подписывайтесь на канал с колоколом. Добра и удачи вам, дорогие друзья!